Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Почему нельзя перенашивать ногти и почему так важно выполнять коррекцию вовремя? Ногти при отрастании скручиваются, растут вниз, отходят от покрытия. У мастера выходит больше времени на такую сложную работу, а также идет перерасход материала. Клиент не всегда готов столько сидеть в салоне, а стоимость на эту процедуру выше. От этого все страдают, поэтому делайте коррекцию вовремя, ну а мы начинаем. Поехали! Наш исходный вариант. Да, ногти так знатно отросли. Если посмотреть, они загибаются вниз. А с изнаночной стороны видно, как ногти скручиваются и отходят от покрытия. Тут было выполнено укрепление полигелем и покрытие гель-лаком. Изнаночки не очень чистые. И это трясется, кстати говоря, не камера, а у моей модели небольшой тремор рук. Но, надеюсь, это не будет вас смущать. Что мы должны сделать? Конечно, снять старое покрытие. На свободном крае полностью его можно не убирать, потому что придется поднимать клюющие кончики. А то частая проблема, когда мастер снимает полностью все до ногтя и потом приходится много достраивать на свободном крае. Снимаю я насадкой зеленой насечкой. Кстати, снятие на одном ногте заняло у меня буквально несколько секунд. Я выставляла это видео в Reels, и оно собрало большой охват. Хотите его посмотреть, переходите на мою инстаграм-страничку и обязательно подписывайтесь. Там еще больше полезной информации. Не забываем сглаживать поверхность движениями справа налево. Приступая к раскрытию кутикулы, видно, что она у моей модели красная. Это говорит о близко располагающихся капиллярах. И в таком случае я рекомендую делать не комбинированный маникюр, то есть не выполнять срез режущим инструментом, а сделать чисто аппаратный. Поэтому вас сегодня ждет аппараточка. Давно не было на канале, я думаю, очень актуально. Придаю форму свободному краю, чуть больше заужаю, обязательно сравниваем длину со второй рукой. Также частая ошибка, когда мастера делают разную длину, и это сильно бросается в глаза. Прохожусь по поверхности пилкой для того, чтобы приподнять чешуйки. В последнее время совсем не использую баф для этих целей, только если не будет покрытия или что-то нужно чуть-чуть убрать. В основном всегда приподнимаю пилкой с абразивностью 180-240 грит. И обязательно при работе с такой кутикулой нужно это сделать сначала, а не после красивого безупречного маникюра, потому что пилка все размахрит. Для приподнятия кутикулы буду использовать алмазное пламя диаметром 0,21. Почему 0,21? Потому что у моей модели глубоко посажена ногтевая пластина. Мне нужно добиться того, чтобы насадка заходила в пазухи. Очень аккуратно работаем. При обработке в пазухах важно идти по коже, а не по ногтю. Если насадка будет касаться ногтевой пластины, это часто приводит к боковому анихолизису и к тому, что точки вроста стремятся кверху, к синусам. Нам этого не нужно. Поэтому будьте предельно аккуратны. Отводим насадку по диагонали, когда работаем в этой зоне. Ученики часто спрашивают, можно ли насадкой проходиться по ногтевой пластине. Да, конечно, можно, потому что нам нужно счистить птериги, тонкую пленочку, стелющуюся на ногтевую пластину, иначе не будет хорошей сцепки с гель-лаком. Но при этом мы не давим насадкой на ногтевую пластину, чтобы избежать пропилов. Если в глубине остаются кусочки кожи, то мы можем приподнять насадку на носик и аккуратно пройтись несколько раз в одном месте. Вообще на макрокадрах очень хорошо видно, насколько кожа сухая. Именно поэтому мы будем выполнять аппаратный маникюр. Если вы не знаете, как правильно подобрать маникюр клиенту, обязательно посмотрите такое видео у меня на канале. Мастер должен без сомнений определять тип кутикулы и подбирать верный маникюр. После того, как мы обработали все левые стороны, мы останавливаем насадку и переключаем положение реверс. Теперь идем слева направо, прочищая правые стороны. Также шлифую боковые пазухи и валики. Делаю движение вверх, чтобы кожа приподнялась. И самый важный этап для выполнения аппаратного среза – это приподнятие юбочки. Какой тут важный принцип? Мы работаем в положении реверс, приподнимаем насадку, но таким образом, чтобы она сильно не шла по ногтю. То есть работаем с кожей. Работает плоскость фрезы. Наша задача – приподнять тончайшую полосочку кутикулы, истончить ее, а затем мы будем ее спиливать фрезой.
Попробуйте на себе сначала, чтобы понять давление и угол постановки фрезы. Для выполнения среза буду использовать алмазную насадку шар диаметром 5 мм с красной насечкой. Можно использовать любую удобную для вас фрезу. Это может быть скругленный цилиндр, обратный скругленный конус, более маленькие шарики и так далее. Почему я выбрала такой диаметр? Потому что задний валик у моей модели объемный и требуется больше диаметр фрезы. Как же правильно выполнять срез? Мы кладем пальчик на бок и начинаем средней частью еще больше приподнимать кутикулу, а затем как бы ее подсекать. Идем по границе между розовой кожей и белой. Если кожа не срезается, то не перетирайте на одном месте. Пройдитесь дальше, а потом снова вернитесь к этому участку. Безусловно, аппаратный маникюр требует практики и сноровки. Посмотрите, моей модели просто идеально подошел аппаратный маникюр. А при срезе кусачками или ножницами было бы не все так гладко, и в любом случае пришлось бы дошлифовывать. Во время опила мне удалось приподнять клюющие кончики, но указательные всегда сильнее клюют. Для восстановления архитектуры буду использовать акригель с мелкой фракцией акриловой крошки. На свободный край кладу большее количество, свожу переход на нет. Для разглаживания использую специальную жидкость для акригеля, а кисточка у меня из натурального ворса Колонка. После просушки снова снизу подпиливаю ноготь, поднимая его. Образовавшуюся толщину мы позже выпилим, после основного покрытия. Почему все-таки нельзя перенашивать покрытие и ходить с ним так долго? Дело в том, что увеличивается нагрузка на свободный край, и при любом ударе можно настолько сильно поломать ноготь, что просто будут звездочки в глазах. Ну и, конечно, неприятные последствия в виде отслоек, скручивания ногтевой пластины. Нам, мастерам, приходится тратить немало времени на весь ремонт и восстановление. Кстати говоря, мастера могут разделить прайс. Коррекция до 4 недель и после 4, потому что после 4 уходит больше времени и больше материала. Поскольку длина у моей модели большая, буду использовать гель с фабергласом. Он находится в таком флакончике, как из-под лака, но это именно гель. Видно, как эти волокна тянутся за кистью. Промазываю ногтевую пластину и распределяю материал по бокам. Но в принципе материал распределяется хорошо. Помогаю тонкой кистью доработать боковые пазухи и под кутикулой. Переворачиваю для распределения материала. За счет консистенции и того, что работаем такой кистью, начинающему мастеру будет проще работать таким материалом, нежели чем гелем из баночки. Хотя можно заменить и на обычный гель. Почему мы не выполнили укрепление полностью акригелем? Потому что новичкам трудно раскладывать акригель в зоне кутикулы, он часто затекает под нее и образует отслойки. Такой способ с выравниванием базы будет наиболее легким. Выполнили полностью выравнивание и приступаем к дизайну. Но, конечно же, это будет светоотражающий черный гель-лак, который просто сейчас, мне кажется, во всех пабликах, который просто покорил сердца, и мое в том числе. Если бы я не любила светлое покрытие на ногтях, то тоже бы сделала себе этим светоотражающим черным гель-лаком. Тут у нас дизайн в стиле абстракция, линия, кривой френч. В общем, все как сейчас модно. Накладываю гель-лак в один слой и хорошо просушиваю. Кстати, у меня вот такая портативная мини-лампа. Очень удобно подсушивать небольшие элементы дизайна, а потом на окончательную полимеризацию можно ставить всю руку. Знаю, что вы будете спрашивать про лампочку, оставлю ссылку на нее в описании. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробностей переходите по ссылке в описании. Перекрываем топом без липкого слоя, делаем небольшое выравнивание, чтобы не было так сильно заметно неровности от рисунка. Перевернула на 10 секунд, чтобы материал разровнялся, и отправляем в лампу на просушку. Думаю, этот тренд со светоотражающими гель-лаками нас еще долго не оставит. Вы уже приобрели их себе? Напишите в комментариях. Ну и, конечно, мы не забываем про изнаночные стороны. Для этого использую керамическую тонкую насадку.
В положении форвард совершаю длинные движения справа налево, выпиливая часть натурального ногтя. Подпиливаем торцы для большей четкости и убираем пыль. С внутренней стороны покрываем топом, чтобы запечатать натуральный ноготь и чтобы он не отслаивался. Изнаночки будут чистыми. Помимо глянцевого топа можно использовать матовый топ или базовое покрытие. Посмотрите, что у нас получилось. Ну, красота! Жалко, конечно, при таком освещении плохо видно светоотражающий пигмент. Я постаралась снять на телефон этот перелив, но все равно он не так виден, как вживую. Самое ценное, что есть у мастера, это время, поэтому записывайте клиентов на коррекцию вовремя. На моем канале есть и другие видео, в которых мы рассматриваем сложные случаи, например, ногти трапеции. Посмотрите это видео, чтобы знать, как работать с такими ногтями. Ну я желаю всем успехов. Пока-пока!